Представители знака зодиака Стрелец. Здравствуйте, мои дорогие стрельцы. Таро прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее. К чему все идет. Давайте заглянем с вами в будущее с 1 по 10 февраля. Что будет меняться с первых дней? И планета Уран, которая была в ретро-движении с 1 февраля, точнее, 2 днями раньше, она уже находится в прямом, директном. И это может означать некоторые метаморфозы в жизни вокруг нас, какие-то новости неожиданные, для кого-то это тайны какие-то мы тоже можем узнать, причем это не значит, что от нас кто-то скрывает нарочно, а это где-то идет ломка нашего шаблона. Мы могли предполагать, что в какой-то области все будет стабильно. Но вот где мы предполагали, тут тоже можем узнать какие-то новости или какие-то сюрпризы. Это все где-то энергии Урана, потому что Уран, он ломает какой-то шаблон. И нам приходится это учитывать. И вот эти 10 дней, хоть и небольшой срок, мы можем понять или прочувствовать где-то момент перехода между прошлым и будущим, когда прошлое само пытается от нас оттолкнуться или завершается, а будущее, оно пока еще не родилось, не отстроено, мы не знаем, как будем действовать дальше. И весь 2025 год нам где-то подсказку дают, звезды, тебе придется. Это для всех знаков зодиака, это не только для вас, мои дорогие стрельцы. Основная концепция – самому адаптироваться, а потом организовать что-то. Давайте узнаем, что же карты нам расскажут, пока мы на 10-дневный период заглядываем в будущее. Первая колода – Ленорман. Мы не задаем вопросы, а просто заглянем в будущее, достанем 4 карты. С чем это может быть связано для вашего знака зодиака? Первая карта о будущем, вторая, третья, что же будет меняться, что это будет означать. Может быть, вы и сами что-то будете менять, такое тоже допускаю. И на колоде Таро давайте с вами первую карту достанем неожиданности. Пусть это будут лучше приятные сюрпризы. А вторую карту мы назовем так. В чем ваша фортуна? Что исполнится в эти 10 дней? Или в чем ваша сила? По основным сферам жизни достанем тоже карты. И первая – это сфера ваших достижений, дела, работа, бизнес, у кого-то документы или учеба. Энергия денег на 10 дней и энергия любви и личной жизни. Достанем карту «Совет» и откроем ее в самом конце. Итак, события будущего. Либо к вам кто-то может приехать, либо вы куда-то можете отправиться. Всегда всадник – это перемещение. Вы можете планировать какую-то поездку или, может быть, более грандиозно, переезд. Для кого-то переезд, который связан с личной жизнью, и здесь у каждого своя концепция. Но вообще всадник часто это предложение в личной жизни. Я не имею в виду предложение руки и сердца, хотя бывает и такое, но сами по себе перемены на пороге. Все то, что говорила до карт, дважды карта подтверждает. Почему? Обратите внимание на цифры. С одной стороны 9, с другой стороны 36. Если мы сложим, опять же 9. Две девятки. И 9 – это по нумерологии всегда перемены между прошлым и будущим. Вот здесь что-то меняется. Это может приходить как ваша, как эврика, или как прозрение, кстати, вот такое тоже. Или когда открываются глаза наши на конкретных людей, или на какие-то события, которые происходят извне. Мы по-другому видим мир, другими глазами. И, видимо, вот эта ситуация прозорливости, она необходима, чтобы правильно оценить обстановку, потому что перемены неизбежны, нам об этом говорят. Но для кого-то это может конкретно говорить, что начинаются эти перемены именно в личной жизни. Все же у нас здесь черви и всадник, как рыцарь. Это могут быть подарки, мои дорогие, какие-то предложения, такие, которые, может быть, и по работе даже, да, или вы уже, может быть, недавно поменяли работу, потому что энергетика этой карты, она очень миролюбивая и приятна. Где-то предвещает она эти 10 дней в добрых энергиях для вас, мои дорогие стрельцы. Но еще и говорит, что не упусти все же какой-то момент. Ведь это всадник, это рыцарь, это какая-то информация. Это словно что-то или кто-то спешит на ваш порог или в вашу жизнь. Быть готовым к неожиданностям на всякий случай не повредит.
но и сказать, что быть настороже, я тоже не могу, потому что, повторюсь, доброй энергии. Давайте посмотрим, что же дальше. А ведь и правда, спешит, у кого-то спешит конкретно письмо, и в этом оракуле Ленорман нет карты денег. Поэтому очень часто, когда выпадает аркан письма, это как преддверие получения крупной суммы. К примеру, это не те суммы, которых мы не заработали, а именно то, что как ваш гонорар за проделанную работу. И, может быть, вы где-то уже ожидаете, может быть, деньги для кого-то задерживаются по разным причинам, значит, вы их получите. Безусловно, для кого-то письмо любовное может быть. Все же мы все разные, перекладывайте и на себя. И если вы ждете сообщения, скорее всего, оно придет в вашу жизнь. Или какая-то обстановка прояснится. Для кого-то письмо будет означать, вы занимаетесь, чтобы получить какой-то важный документ, может быть, готовите еще каких-то ряд документов для того, чтобы главную какую-то бумагу получить. Или какие-либо согласования, может быть, подписание договоров, может быть, каких-то контрактов. Ну, здесь у каждого по-разному. Но есть, безусловно, то, что как мы либо подписываем, или мы берем буквально в руки, как лист, бумагу какую-то. Хотя в наш электронный век, конечно, может быть по-разному. Давайте посмотрим. Много контактов, букет. И мы говорим, не упусти моменты, правда. По аркану букет много общения, причем общение с разными людьми. Это могут быть люди разного менталитета, разных национальностей, люди, которые говорят на разных языках или думают совершенно не так, как вы. Это может быть ваш интерес к таким людям. Вам захочется, кстати, для кого-то из вас отправиться в путешествие и видеть мир, видеть разную культуру, прикоснуться к разной истории мира. Вот у кого-то проиграется конкретно так, и кто-то будет готовить визу. Я такое тоже не исключаю. Но, опять же, не упусти момент. Букет, цветы склонны увядать. Поэтому и вы не раздумывайте о чем-то долго. Видимо, будет в эти 10 дней какой-то важный, может быть, день или событие, или новость, которая для вас открывает новые перспективы. Но здесь будет еще и многое зависеть от вашей активности и, безусловно, от ваших желаний, от вашей как готовности куда-то отправиться. Здесь может быть доброе предложение от друга или поддержка, кстати, человека, которому вы можете доверять. Может быть, есть и друг. Для кого-то эта карта проиграется. Вполне вероятно предложение руки и сердца, правда. Если вы долгое время встречались, дружились, такие здесь у нас черви, то тогда как раз черви-всадник будет говорить о том, что вы можете проводить разговоры откровенные, о том, чтобы начать жить, допустим, вместе. Или даже, кто знает, соединить брачными узами ваш союз. Или карта собака будет говорить в принципе о каких-то партнерских отношениях по части дел, работы, бизнеса. И для вас будет продуктивное общение. Вот, наверное, это самое главное. И будьте внимательны, потому что, общаясь с разными людьми, как по букету, вы либо можете узнать какую-то новость, или как оказия перед вами откроется осуществить что-то. Вы будете знать последовательность ваших действий, как мне нужно поступить, чтобы получить желаемое. Вот такое может быть. Или вам буквально будет кто-то помогать. Есть один, как минимум, человек, и в наше сложное время это более чем достаточно, на кого мы можем положиться. Вы, мои дорогие стрельцы. Неожиданности. А вот накрыть могут сомнения, какое-то самокопание. Девятка мечей – это карта бессонницы, инсомнии. И нам о чем говорят? Открой глаза в первую очередь. И, может быть реалистом – это все то, что я говорила до карт. Не думать, что возобновится какая-то история или что-то словно будет повторяться. Или из прошлого нам когда-то дали одну возможность, и тут придет еще раз эта возможность. Вот этого тоже не произойдет. Где-то карта может подсказывать, не упусти время, не создай себе вот каких-то глубоких размышлений, потому что, скорее всего, всадник, мы с вами сказали, нужно будет быстро с чем-то определяться. Нет как такового времени на это самое самокопание или глубокую философию, да и обстоятельства в реальной жизни обстоят несколько иначе, чем вы это предполагали раньше. Ну, может быть, предполагаете еще теперь. И если мы рассматриваем физиологически эту карту, как вот именно бессонница в неожиданностях, мы тут начнем что-то думать, по крайней мере, есть риск.
настолько соскользнуть вот в эти глубокие размышления, что окунуться в этот бездонный колодец анализа какого-то или, знаете, когда бывает, зацепит нас какая-то мысль, которая связана с прошлым. И вот она крутится в нашей голове, и все никак мы от нее освободиться не можем. Так вот, это в неожиданностях, ведь девятка мечей– то, чего нет в реальной жизни. И поэтому не создайте для себя не просто иллюзии. Иллюзия у нас слово больше, которое символично розовым очкам, а тут нет. Тут именно какая-то глубокая философия на мелком месте. То, чего нет в реальности. А в реальности, наоборот, у вас положительные события и возможности. Давайте, в чем же ваша фортуна? А вот двойка Пентаклей говорит, будь легок на подъем. Если тебе предлагают, точнее, куда-то отправиться, отправляйся. Предлагают новую работу или возможность, если вы ищете, если для вас это актуально. Или попробовать себя в каком-то новом деле, направлении, где вы себя никогда не считали специалистом. И нам говорят, пробуй. Будь более спонтанный. Вот именно спонтанность, мои дорогие, она вам буквально помогает. Вам тогда фортуна помогает осуществить какое-то желание. Тогда, может быть, желание исполнится. Может быть, будет такой период, когда вы услышите какую-то новость, и вам действительно нужно будет, к примеру, отправиться в какую-то инстанцию, и до этого периода вы не могли заключить какой-то договор или подписать важную бумагу. Здесь у вас получится в эти 10 дней достаточно быстро. Или нужный человек окажется. Ну вот есть какой-то такой пункт, когда от вашей буквально скорости, но это не та скорость, когда мы ускоряем, а когда есть какой-то взаимообмен, или когда вы слышите какую-то информацию, просчитываете что-то, и после не теряете времени даром. Где-то будет карта говорить, в чем фортуна. Не торопись тратить деньги. Может быть, у кого-то важные покупки, или вы что-то просчитываете, хотите, может быть, вложиться во что-то, тогда карта говорит, просчитай еще раз. Вот именно так сказать, что мы достали из кармана деньги и дали кому-то. Я по двойке пентаклей не могу. Нас, наоборот, карта. Мы ведь спросили, в чем ваша фортуна, а по этой карте нам говорят, что мы как будто обойдемся двумя пентаклями. Ну, понятно, иносказательно, но это имеется в виду, что необходимые какие-то рутинные покупки, но не что-то глобальное. И карта нам еще говорит, пробуй, пока не получится или не надоест. Одним словом, все новое что-то, новые направления, может быть, новые способы заработка у кого-то посредством интернет. Не случайно у нас здесь корабль. Корабль– один из символов Меркурия. Это тоже где-то и про интернет, и про новые IT-технологии, цифровые технологии, искусственный интеллект. Ну, можно перечислять до бесконечности. Может быть, для кого-то новый способ заработка, кстати, с учетом пажа Пентаклей, вы будете действительно осваивать. И если мы уж про интернет с вами говорили, ну, пожалуй, единственная область, на мой взгляд, я могу, конечно, и ошибаться, где мы можем быстро получить вот эти навыки, скиллы и приступить к работе, это вот как раз сфера программирования. Мы не обязательно будем сами программистами, но много узких специальностей, где, обучившись или приобретя определенные навыки, мы можем через несколько месяцев приступить к работе. И кто знает, кто-то из вас будет и изучать, и заинтересуется именно этим направлением. Я могу такое предположить. Наш век цифровых технологий нам приходится принять действительно совершенно новую реальность. Мало что новую реальность, так и концепция старая, она как-то очень быстро от нас отдаляется, и нам приходится перестраиваться. Но для этого нам нужно себя адаптировать. Вот об этом как раз девятка мечей. Нам не хочется адаптироваться. И неважно, какой у вас возраст. Может быть, кто-то начнет с того, что будет осваивать компьютер, потому что, ну да, все и общение в интернет, и переписка в интернет. Но здесь для кого-то из вас все-таки могут быть, к примеру, предложение по работе как новую должность, или сделать карьеру, или, опять же, какая-то новая возможность. Всегда паш– это начало. Может быть, это и ваш какой-то творческий проект. Я допускаю, кто-то из вас будет занят просто делами своих детей, даже подросших детей. Но для большинства я так больше вижу, что вопросы не будет тут чего-то такого со знаком минус, это точно, но задача ваша смотреть все время вперед, понимать, что и на самом деле
прошлое постепенно от нас уходит, и нам нужно себя как и адаптировать, так и организовать. Чем я буду заниматься? Основной вопрос. И чем я точно не хочу заниматься? Вот, может быть, этот второй вопрос как раз будет первым, а когда мы точно знаем, что нам неинтересно или что мы не хотим продолжать, для нас более четко вырисуется позиция, что же для нас лежит в приоритете или в приоритетных вопросах. И, скорее всего, вы здесь будете корректировать свои или стратегию, или тактику, или какой-то тезис, план, потому что жизнь заставляет самого обновиться, посмотреть непредвзято, как глазами ребенка, на меняющиеся события вокруг. В детстве мы ничего не боимся, кстати. Нас не пугает то, что мы не знаем. А вот как раз то, что мы не знаем, нас начинает уже с возрастом ставить в тупик. И вот девятка мечей, какой-то тупик мы можем сами себе нарисовать, а на самом деле очень благополучные энергии для того, чтобы что-то либо было продолжено по-новому, либо вообще начать, ну, практически даже что-то с нуля. Добрые энергии. Что же деньги? По королеве Пентаклей деньги есть, деньги будут, у каждого по-своему. Иногда по королеве Пентаклей проходят наши близкие. Это вам может кто-то помогать или у вас какая-то концепция сотрудничества может быть просто с человеком, который сделал себя сам, прочно стоит на земле. Может быть, дружба есть, может быть, разговор какой-то важный будет. Но это та, которая из любого хаоса умеет создать порядок. Вот и вы будете свою жизнь упорядочивать. Но если мы говорим про деньги, то деньги есть и деньги будут. Или если даже для вас, мои дорогие стрельцы, для кого-то патовая ситуация по финансам, вы сумеете решить вопрос. А кто-то, вы знаете, если правда есть, у вас какой-то план создать, может быть, личный бизнес или личное дело, и есть та область, которую вы хотите развивать. Делайте пробу как, или пробу пера, или первые шаги. Очень благоприятный период как раз для этого. Ведь, опять же, по королеве Пентаклей мы ведь чем-то занимаемся не ради занятия любопытства, а именно какая-то финансовая тема для вас будет важна. Так вот, я сказала, если хаос умеет в порядок привести, то и благополучие с нуля отстроить. Королева Пентаклей тоже большая мастерица. И мы ведь рассматриваем энергии, вы сами в таких энергиях, очень прагматично расчетливых. И поэтому для вас все то, что касается денег, оно у вас как вы правильно видите горизонты, мои дорогие стрельцы. Поэтому и это время будет для вас дважды благотворно. Не упустите само по себе, как период этот. Как и здесь нам про начинание говорят, да, двойка пентаклей. Пробуй, пока не получится или не надоест. Паш Пентаклей нам говорит об обучении или каких-то новых интересах, концепциях, идеях. И реализация в жизни, по сути дела, на деньги– это королева Пентаклей. Вот как начало, которое будет иметь доброе продолжение. И кто знает, может быть, ошеломляющий эффект у кого-то, правда, как личное дело творчества. На личную жизнь десятка мечей, девятка, десятка. Вот эти раздумья могут быть у кого-то связаны с личной жизнью, потому что есть у вас, как в прошлом была сложная ситуация или буквально у кого-то было связано, может быть, с тем, что человек ушел из жизни. Или ушел, потому что отношения прервались. Меня смотрят люди из разных стран, и время у нас сейчас такое неспокойное, у каждого тут по-своему. И тем не менее, мои дорогие, на личную жизнь десятка мечей всегда говорит: закрой прошлое дверь. Какой бы оно ни было. Или оно было радостное, но по каким-то причинам, может быть, вы строили планы вместе, но завершилось что-то. Есть вот концепция завершения. И тогда ты не оборачивайся назад. А если уж тем более были какие-то сложные эмоции, переживания, может быть, были предательства, и вы где-то заново, действительно мысль крутится в голове, и снова вспоминаете. Помните, пока это в воспоминаниях даже наших живет, новое знакомство, оно тоже не состоится. Новый человек не придет в нашу жизнь, потому что словно место занято. И поэтому карта говорит: закрой в прошлое дверь. Я допускаю, безусловно, что меня смотрят люди, у которых все хорошо в вашей семье.
Но тогда есть, значит, тема какая-то вот внутри вашей пары, внутри вашей семьи, или, может быть, это связано с обстоятельствами жизни, опять же, когда тоже вы должны, ну, как перестроиться вдвоем. Может быть, какие-то ваши задумки, когда карта говорит, что тут будет что-то меняться, поэтому вам двоим, может быть, придется принять во внимание, что, ну, перемены придут и не будет что-то продолжено. И здесь у каждого по-разному. Это может быть сопоставимо, например, дела, которые связаны с родственниками. У кого-то может быть с недвижимостью или получением каких-то документов. Здесь тогда организовать или адаптироваться, ну, всей парой нам карта предлагает. Но все же прошлое пытается от всех нас оттолкнуться. Просто мы можем, знаете, как воспоминания нахлынули, и такое тоже могу допустить. И если это происходит, э, проведите какую-то демаркационную линию, чтобы эти воспоминания, пусть даже сложные, они вас не потянули куда-то назад. Давайте как совет. Вы на пороге новых возможностей, и по семерке кубков время делать выбор. Конечно, тут мы можем и замечтаться, потому что 7 кубков, и это всегда возможности, но мы не можем одновременно в 7 сторон света пойти или взять все 7. Может быть, мы бы и хотели. Все же карта говорит о том, что мы на что-то одно должны либо решиться, либо определиться. Давайте я достану еще одну карту. Иногда эта карта говорит о прокрастинации, что время делать выбор или закрывать дверь в прошлое. Какой же совет вам дадут, мои дорогие стрельцы? Да, двойка жезлов – это когда ничего не меняется. Опять же нам про выбор. Обратите внимание, тропинка. И вот направо и налево нам придется выбирать. Мы не сможем пройти сразу в две стороны. И существует только один путь. Именно он подсвечен. И, видимо, увидеть вот ту реальность, которая присутствует в вашей жизни. Или прочувствовать, мои дорогие, что же имеет или будет служить мне в дальнейшем прогрессом. Но выбор, он стоит на пороге этих 10 дней и определяет какие-то очень важные направления. Вам на что-то решиться нужно, правда? И когда вы только на что-то решитесь или с чем-то определитесь, у вас закончится вот это самокопание, разочарование, может быть, какое-то дело вас словно захватит, и вы вообще перестроите свое полностью мышление от каких-то разочарований в сторону новых свершений. Да, вот действительно, тут нужно определиться. Обратите внимание, я всегда называю туз мечей – это выход из лабиринта или выход из плотной паутины мыслей. Когда мы вот думаем и думаем об одном и том же, а по сути дела от наших мыслей ничего не меняется, время переходить к действиям. Определился, решился, и уже теперь первые шаги. Но какой-то период будь готов к тому, что тебе придется пройти словно в сумерках, в темноте, основываться на том, что можешь изменить лично ты, надеяться на самого себя. Примите во внимание, что последующий период, может быть, вам придется договариваться буквально с хамелеонами или с людьми, от которых не знаешь, что ожидать. Здесь необходимо быть готовым к тому, что вы что-то не сможете просчитывать, по крайней мере, в ближайший период времени, что нас всех, наверное, будет еще ожидать много сюрпризов, которые приходят извне. И есть две вещи, на которые мы не влияем. Это обстановка или какие-то события внешние. И мнение людское, вот на это мы никак не влияем, но от твоего восприятия или от того, что ты себе поставишь в план как цель, будет зависеть твое продвижение. Поэтому к неожиданностям нужно быть готовым. И действительно, какой-то путь нужно, может быть, короткий, но пройти в одиночку. Вот, понимаете, вы должно словно какое-то рациональное зерно из всех информаций, которые вы слышите, или из той обстановки, которая создалась вокруг вас, в ней тоже может быть много подсказок, но жизнеутверждающая будет только одна. Слушайте интуицию. Вам ничто не мешает. Вот отшельник об этом говорит. Отшельник идет своим путем, и у него всегда фонарь. Фонарь – это прообраз интуиции, который по преданию включается в нужный момент. Ваши подсказки,
они именно внутри вас. Но интуиция, мои дорогие, это не глубокая философия на мелком месте. Интуиция – это и интеллект, как высшее знание, и наш прежний пережитый опыт. Но опыт, опять же, опять не через эмоции, а просто как опыт, как факт, который свершился, прошел, и мы идем дальше. Хладнокровие какое-то вам нужно, вот это точно, по карте совет. Потому что есть какая-то цель для вас, которая, ну, знаете, вроде бы она и в каких-то образах, деталях вам знакома или понятна, или вы это представляете, но сказать, что мы можем по пунктам разложить, что мы должны действовать, как должны действовать для того, чтобы получить или решить какой-то вопрос. Вот этого мы не знаем. Поэтому где-то на ощупь мы действительно идем. И интуиция нам в помощь. Но идти вперед придется. Поэтому и выбор какой-то нужно делать. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.